Всем привет, друзья! Рада вас видеть на канале Советы для дома. На улице зима, а это значит, что сезон апельсин, мандарин и других цитрусовых в самом разгаре. Поэтому сегодня я хочу вам показать, почему не нужно выбрасывать корки от цитрусовых. Если залить их уксусом, получается просто потрясающее чистящее средство, которое можно так и назвать цитрусовый уксус. Сейчас подробно расскажу, как его сделать и для чего его можно использовать в быту. Нам понадобится кожура от цитрусовых, это могут быть мандарины, лимоны, апельсины, грейпфруты и подобные. Самое эффективное средство получается из лимонных корочек или из смеси лимона и апельсина. А вот из корок грейпфрута или мандарин средство получится слабее. Очищенную кожуру апельсина нужно положить в стеклянную банку. Я взяла пол-литровую, потому что у меня один апельсин и кожуры немного. Вы же можете корки собирать постепенно, хранить их в морозилке, а когда соберете достаточное количество, наполните ими банку до самого верха. Дальше апельсиновые корки нужно залить уксусом. Если у вас банка полностью наполнена корками, то уксус наливаете до самого верха. Если у вас корочек немного, как у меня, тогда налейте столько уксуса, чтобы он полностью их покрыл. Закрывайте банку крышкой, лучше вот такой простой, не металлической. И теперь самое главное. Апельсиновые корки в уксусе нужно оставить в темном месте на 1-2 недели. Вот в принципе за это время многие хозяйки могут забыть, что они что-то там заливали, и от паров уксуса металлическая крышка просто прогниет. В общем, оставляйте, пусть настаивается. У меня корки пролежали в уксусе 10 дней. Смотрите, раствор стал желтого цвета, и запах уксуса теперь не настолько выражен. Я средство буду использовать сразу, мне много чего нужно вымыть, поэтому беру бутылочку с распылителем и переливаю в нее цитрусовый уксус. Дальше сюда добавляю 5 капель эфирного масла лимона. И на этом этапе чистящее средство готово. Если у вас цитрусового уксуса получится много и сразу весь вы не используете, то перелейте его в стеклянную банку, закройте крышкой, помните, не металлической, и храните в темном месте. Апельсиновые корки нам больше не пригодятся, зато какое многофункциональное бюджетное средство из них получилось. Кстати, если у вас дома не очень жесткая вода, тогда готовый уксус разбавьте водой в пропорции 1 к 1, а если вода жесткая, тогда разбавлять не нужно. В неразбавленном виде средство работает лучше. Что такое жесткая вода? Это когда смеситель приобретает вот такой вид всего за неделю. Перед обработкой цитрусовым уксусом поверхность нужно смочить водой. Теперь обрызгиваю смеситель и раковину вокруг него готовым средством. Чтобы средство не стекало, не высыхало и постоянно работало, обматываю сильно загрязненные участки бумажными полотенцами и оставляю на 15 минут. Теперь зубной щеткой отмываю налет на стыке, где смеситель крепится к раковине. Также размягчились все загрязнения на самой раковине. Все очищается без проблем. Ну, смотрите, какая красота. Известковый налет легко отмылся, и смеситель, и раковина сияют. Следующее, что можно мыть цитрусовым уксусом, это стекло в душе. Все вот эти некрасивые белые пятна от воды он легко сможет очистить. Споласкивайте стекло водой. Обрызгивайте уксусом.
и протирайте мягкой стороной губки. Я уксус не разбавляла, поэтому оставлять не буду. Несколько секунд достаточно поводить губкой, и налета не будет. Если же вы давно не мыли стекло, тогда распределите средство губкой, оставьте на 5 минут, потом снова обрызгайте стекло и приступайте к мытью. Если у вас душевая была сильно грязная, тогда процесс очистки нужно будет повторить 2, а возможно и 3 раза. После очистки обязательно споласкивайте стекло водой, протирайте насухо. И смотрите, стекло идеально прозрачное. Сильно грязные части душевой кабины, вот, например, у меня ролики в таком состоянии, тоже можно отмыть цитрусовым уксусом. Хорошо обрызгиваю их средством. Леплю бумажные полотенца. Сверху их еще раз обрызгиваю уксусом и оставляю на 1 час. Внутри душевую я мою регулярно, поэтому со стекол налет у меня быстро отмылся. А вот ролики я мою примерно раз в полгода. Поэтому здесь нужно дать средству время поработать. То есть вы поняли идею, да? Чем сильнее и старее налет, тем больше времени вам потребуется. И, скорее всего, еще нужно будет несколько раз повторить обработку. Убирать примочки с уксусом можете тогда, когда налет станет рыхлый, и зубной щеткой будет легко убираться. После мытья споласкиваю ролики водой. И протираю их насухо. Жесткая вода и остатки моющих средств оставляют вот такой белый налет на дверце стиральной машины. Обрызгиваю уксусом тряпочку и протираю ей стекло. Потом эту же тряпочку переворачивайте другой стороной, смачивайте водой и убирайте остатки средства со стекла. Еще раз выворачивайте тряпочку на чистую сторону и вытирайте стекло в дверце насухо. Плитку над ванной цитрусовым уксусом тоже можно мыть. Если не сильный налет, брызгайте средство на тряпочку и протирайте. Если вы плитку давно не мыли и она сильно грязная, тогда смачивайте ее водой, обрызгивайте средством и через 5 минут протирайте мягкой губкой. Если у вас затирка белая, то не нужно использовать этот способ, потому что она может окраситься. Из-за жесткой воды у меня в ведре, да и во всех других емкостях, которые связаны с водой, накапливается известковый налет. Это может быть фильтр для воды, емкость от увлажнителя воздуха. На ковше прямо хорошо видно, что просто протерев губкой, такой налет не уберется. Поэтому ведро обрызгиваю уксусом и оставляю. В нем налет не сильно старый. А вот ковшик буду обрызгивать и облеплять бумажными полотенцами, чтобы с него ничего не стекало и средство могло поработать. Через 10 минут протираю ведро тряпкой, споласкиваю под водой. И теперь ему нужно дать время высохнуть, а то так непонятно, отмылся налет или нет. С ковшом точно так же. Убираю бумажные полотенца, протираю его губкой, мягкой стороной.
и хорошо видно, что внутри налет отмылся не полностью, поэтому чистку нужно повторить. Ведро у меня уже сухое, как видите, прекрасно все отмылось. Ковш после повторной чистки тоже прекрасно выглядит, никакого налета и желтизны. Еще у меня из-за постоянной сушки посуды на сушилке образуется шершавый рыжий налет. Его можно очистить точно так же, как и во всех предыдущих способах. Налет старый, ему где-то месяц, поэтому нужно хорошо обрызгать сушилку цитрусовым уксусом и оставить на 30 минут. Пробуйте через полчаса очищать. Если налет убирается легко, продолжайте чистку. Если не убирается, еще раз обрызгивайте и оставляйте на время. Вот такое эффективное и многофункциональное и недорогое средство из уксуса и апельсиновых корок можно сделать самостоятельно, так что пробуйте и делитесь своим опытом. Для чего еще можно использовать уксус в быту? Смотрите видео, которое появилось сейчас на экране. Ну а я надеюсь, эти советы вам понравились. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. До встречи в других видео.